Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот дракончика по имени Мэй. В высоту данная игрушка от пят до макушки головы получается 28 сантиметров. В длину от ножек до кончика хвостика получается 26 сантиметров. Ножки, туловище, хвост, голова вяжутся одной деталью. Ручки, рожки и вот эти вот украшения ввязываются по ходу вязания. Грудочка вяжется отдельно, потом пришивается к туловищу игрушки. И точно так же крылья вяжутся отдельно, потом пришиваются к туловищу. Вот это вот украшение вывязывается уже на готовой игрушке. Итак, давайте я вам подробно расскажу, что нам понадобится для вязания такого дракончика. Нам понадобится плюшевая пряжа. Я вяжу плюшевой пряжей Himalaya Dolphin Baby. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. На этот раз я буду вязать мальчика-дракончика, хотя изначально думала свяжу вторую девочку, но потом передумала. Итак, на этот раз у меня основной цвет будет вот такой вот насыщенный желтый. И нам понадобится его больше одного мотка. Все номера цветов пряжи я буду писать здесь на экране. Далее нам понадобятся дополнительные цвета. Вот такой я выбрала фиолетовый и зеленый. Нам их понадобится понемножку. Еще понадобится плюшевая пряжа белого цвета для вышивания белков и плюшевая пряжа черного цвета для вышивания ресничек. Также нам понадобится не плюшевая пряжа, небольшой кусочек черного цвета для вышивания бровей. Нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Крючок-помощничек меньшего размера под номером 2. Ножнички. Далее нам понадобятся маркеры для отметки новых рядов. Можно использовать пластиковые готовые, либо же, как и я, кусочек неплюшевой пряжи. Мне с ней удобнее работать. Нам понадобятся глазки на безопасном креплении, блестящий, размер 20 миллиметров. Понадобится швейная игла с большим ушком. Понадобятся вот такие вот украшения. Так как я буду вязать на этот раз мальчика, поэтому буду использовать только блестяшки, а цветочки, соответственно, использовать для мальчика я не буду. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14, то есть вяжем 7 прибавок подряд. Провязали, новый ряд можно отметить маркером, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 2, 3, 6. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида и повторим такую комбинацию еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. 4 и 5 ряды. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 2, 3, 6. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим такую комбинацию еще один раз, и итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 14. Провязали следующий ряд по счету 7. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 2, 3,
4, 5. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 8 ряда по 10 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 11. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида. Далее вяжем одну убавку. Далее 1 столбик без накида, 1 убавка, и до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 10. Провязали, следующий ряд 12. В этом ряду вяжем, в начале ряда вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 6. Далее вяжем одну прибавку, 1 столбик без накида, одну прибавку и еще 1 столбик без накида. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Отмечаем новый ряд. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 13 ряда по 17 включительно. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним ручку наполнителем. Наполняем средней плотности и наполняем ее не до конца. Где-то 4-5 рядов оставляем незаполненными для того, чтобы ручка лучше прилегала к туловищу игрушки. Продолжаем наше вязание. Маркер можно уже снять. Складываем вязание пополам, и вот эти вот 2 ряда мы провяжем вместе. Провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Крайний столбик желательно провязать крючком меньшего размера, так он будет более аккуратный. На конце у нас остались 3 петли, подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем рабочую нить, далее захватываем крайнюю беспарную петлю, сквозь нее тоже протянули рабочую нить, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Далее вышьем когти на ручке. Сделаем это швейной иглой с большим ушком и плюшевой пряжей в цвет коготков. У меня это зеленый. Итак, ручка. Наружная сторона ручки — это там, где мы в 12 ряду делали 2 прибавочки. Там, где мы в 11 ряду делали 2 убавки, это будет внутренняя сторона ручки, и этой стороной она будет прилегать к туловищу. И, значит, на наружной стороне ручки мы вышьем когти. Вышьем на 2 и 3 рядах. Далее следите за моими руками. Вышиваем когти двойной нитью. Со всех хвостиков пряжи снимаем плюш, завязываем эти хвостики на узелочки и прячем вовнутрь ручки. Одна ручка готова, вторую вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части.
Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Дракончик Мэй». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!